Привет! Белсат опубликовал на днях очень интересную аналитику, в которой разбирает 3 возможных сценария, при которых военные действия могут непосредственно затронуть Беларусь. В первом сценарии рассматривается возможность начала мировой или европейской войны. Полномасштабная война России против НАТО – это наиболее радикальный сценарий эскалации. Наиболее вероятным местом первого удара России считается Сувалкский коридор – узкая 70-километровая полоса территории вдоль литовско-польской границы, отделяющая Беларусь от Калининградской области. Реальность этого сценария мы с вами уже несколько раз обсуждали на нашем канале, и он совершенно не кажется фантастическим. Страны НАТО продолжают активно готовиться к возможной войне с Россией. Согласно одному из учебных сценариев Альянса, большая война может начаться уже в 2025 году. Этот же сценарий подогревает и сам Лукашенко своими действиями и заявлениями. Автор статьи считает, что в случае полномасштабной войны России с НАТО вовлечение Беларуси в конфликт будет неизбежно. Как минимум, Россия использует белорусскую территорию как плацдарм для нападения, что сделает Беларусь законной мишенью для контрудара Альянса. Как максимум, белорусская армия будет участвовать в наступлении на Сувалкский коридор вместе с российской, на что Лукашенко сам недавно намекнул. Как видите, то, о чем я рассказывала вам более месяца назад, начинает все более громко звучать и со стороны других экспертов и журналистов. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы всегда быть в курсе честной аналитики. К сожалению, Кремль продолжает стремительно двигаться в сторону мировой войны. Но я считаю, что если трусливый карлик все же решится проверить на прочность НАТО, то сделает он это руками белорусов, чтобы в случае провала вся мощь Запада обрушилась на таракана. Его все-таки особо не жалко. Во втором сценарии автор указывает, что эскалация между Россией и НАТО может стать результатом не заранее подготовленного агрессивного плана, а цепочки случайных и непродуманных решений. Белсат ссылается на доклад исследовательской организации РЭНД, в котором рассматривали 3 варианта непреднамеренной эскалации. Поводом для обострения ситуации, по словам аналитиков, может стать гибель чиновников из стран НАТО в Украине в результате российской ракетной атаки, гибель пилотов американского самолета в результате опасного маневра российских истребителей, ошибочная оценка намерений НАТО, активность войск Альянса в Восточной Европе может испугать Кремль и подтолкнуть к выводу, что нужно нанести превентивный удар по объектам НАТО. Сами по себе подобные инциденты не станут поводом для мировой войны, однако Запад должен будет отреагировать на гибель своих людей и будет рассматривать возможность нанесения точечных ударов по отдельным российским военным объектам. Москва наверняка захочет нанести ответный удар. Конечно, на первый взгляд, такие действия не несут угроз для Беларуси. Однако журналист Белсата абсолютно верно указывает, что проблема в том, что режим Лукашенко, непрестанно бряцая оружием, сам может создать повод для военно-политического кризиса. Дураку ведь многого не надо. Он же себя теперь считает руководителем ядерной страны, но и одновременно самым верным союзником России. Хватит ли терпения диктатору не влезать в конфликт – вопрос риторический. Более того, вряд ли Путин захочет самостоятельно марать руки, поэтому использовать Беларусь для ударов по территории Польши или стран Балтии выглядит абсолютно логичным для кровавого карлика. В третьем сценарии автор рассуждает над возможностью нового похода на Киев из Беларуси. Белсат считает, что для России со стратегической точки зрения наступление с территории Беларуси на Киев или на Западную Украину – это, пожалуй, единственная возможность в рамках одной операции нанести смертельный удар Украине и достичь полной победы в войне. Но достижение такой глобальной цели возможно только при одном условии – проведение масштабной мобилизации, так как сейчас резервов для реализации подобных планов у России нет. Группировка на киевском направлении должна составлять минимум 100-120 тысяч, как полагают эксперты. Если ориентироваться на опыт 2022 года, создание и развертывание этой группировки займет не менее 4 месяцев. Поэтому даже если уже сейчас в РФ будет объявлена мобилизация, то вряд ли удастся завершить развертывание раньше осени 2024 года. И вот здесь появляется главный вопрос: сможет ли Лукашенко снова уклониться от необходимости посылать свою армию в Украину? Особенно после заявлений украинских властей,
что любое массовое сосредоточение российских войск на территории Беларуси является законной целью для нанесения военных ударов. Автор считает, что Лукашенко не намерен по собственной инициативе посылать свою армию в Украину. Вероятно, он будет стремиться от этого уклониться и в дальнейшем, если такая возможность у него останется. Однако препятствовать России использовать территорию Беларуси для вторжения в Украину Лукашенко точно не станет. Также в статье резонно отмечается, что если Беларусь преобразуется в плацдарм, то страна может стать ареной боевых действий даже без желания Лукашенко. В начале войны у руководства Украины не было ни сил, ни решимости для нанесения контрударов по белорусской территории. Теперь у них есть и первое, и второе. ВСУ не раз демонстрировали способность организовывать разрушительные диверсионные рейды в приграничных районах и наносить удары на сотни километров вглубь вражеской территории. Я же со своей стороны позволю себе добавить, что вряд ли кто-то в Украине будет еще раз молча смотреть на большое скопление войск вблизи своей границы. Поэтому даже политика допущения на свою территорию вооруженных сил Российской Федерации для попыток расширить фронт автоматически вовлечет Беларусь в войну. Потому что «Хаймерс», конечно, очень точное оружие, но вряд ли кто-то станет разбираться, где стоит русский солдат, а где белорусский пограничник. Опять-таки, отдельные страны НАТО уже вовсю говорят, что наблюдать за попытками уничтожить Украину никто не собирается. Если будет нужно, то даже введут войска на территорию Украины. Сценарий прикрытия северной границы войсками стран НАТО не единожды звучал публично. В любом случае, если государство-тиран держит твою страну в заложниках, то от решений властей уже практически ничего не зависит. Но многое зависит от людей и от народа. Нужно готовиться к худшему, но не бояться. Выбор остается всегда. Участие в кровавых играх диктаторов однозначно закончится гибелью многих. Поэтому отказ от участия в военных действиях и активная помощь Украине остаются единственной возможностью не превратиться в военных преступников, которых мир будет осуждать до конца времен. В ночь на 29 марта Россия в очередной раз атаковала регионы Украины разными типами вооружения. Был нанесен мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора. Российские воздушно-космические силы применили порядка 60 беспилотников и 39 ракет различных типов. 3 аэробаллистические «Кинжал», 2 баллистические «Искандер-М», 9 управляемых авиационных Х-59 и 25 крылатых. Взрывы прогремели в Днепре и области, в Черкасской, Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. В результате российских обстрелов повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах Украины. После очередного переизбрания Путина Россия систематически уничтожает энергетический комплекс Украины, подстанции, ТЭЦ, плотины. Цель Кремля – уничтожить украинскую энергетику, а затем и промышленность, сделав территорию Украины непригодной для проживания большого количества людей. Так, с 22 марта Россия проводит ежедневные мощные атаки по энергосистеме и мирному населению Украины. В ходе прицельных массовых обстрелов инфраструктуры Украины российским войскам удалось уничтожить, хотя бы временно, колоссальные объемы генерирующих и распределительных мощностей до 50%. Ряд населенных пунктов, включая города-миллионники Харьков, Одесса, оказались в условиях блэкаута или крайнего дефицита электроснабжения. Ущерб энергосистемы оценивается в минимум 100 миллионов евро. Атака по Украине была настолько массированной, что Польша подняла в воздух свою военную авиацию. В вылетах также принимали участие самолеты других стран НАТО. Кроме того, на территории Румынии нашли фрагменты беспилотника после масштабной российской атаки на Украину. Европейские политики и эксперты все чаще утверждают, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшее время. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что уже наступило довоенное время, цитата: «Сейчас больше всего тревожит то, что возможен буквально любой сценарий. Мы не переживали такой ситуации с 1945 года. Я знаю, что это звучит сокрушительно, особенно для людей молодого поколения, но мы должны морально привыкать к новой эпохе. Мы в довоенном времени, и я не преувеличиваю.
С каждым днем это все очевиднее. 24 февраля 2022 года Путин начал захватническую войну, которая может трансформироваться в Третью мировую, если боевые действия перекинутся на территорию стран ЕС и НАТО. Путин хочет спровоцировать энергетический коллапс в Украине, следствием чего будет самая большая после окончания Второй мировой войны волна беженцев, которые отправятся в Европу. По разным оценкам, их количество может составлять от 5 до 10 миллионов человек. Удары по украинской энергетике – это репетиция атак на европейскую энергосистему. Российские ракеты способны долететь и до Германии, Франции, а смежные с РФ страны оказались крайне уязвимы перед кремлевскими ВКС. Безнаказанность Путина побуждает его к совершению очередных военных преступлений, которые могут выйти за пределы Украины. Немедленное переосмысление российской угрозы и увеличение помощи Украине является вопросом выживания как европейских стран, так и стран НАТО. 27 марта Соборный съезд организации Всемирный Русский Народный Собор утвердил приказ «Настоящее и будущее русского мира». Всемирный Русский Народный Сбор – это карманная организация Московского Патриархата. Ее позиция – это де-факто позиция РПЦ. РПЦ в РФ родственна государству. Московский Патриархат обслуживает идеологические потребности путинского режима без учета христианской морали и церковных канонов. В приказе собора российская агрессия против Украины объявляется священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию силы, защищающей мир от натиска, глобализма и сатанизма Запада. Эта оторванная от реалий картинка мира свидетельствует о полной неадекватности авторов текста и членов указанной организации. Приказ отрицает существование украинского народа и отказывает ему в праве на государственность, оправдывает геноцидные практики российских захватчиков в Украине. РПЦ провозглашает, что русский мир намного шире государственных границ как РФ, так и Великой исторической России. Это нескрываемая декларация масштабирования агрессии. Путинский режим погружает россиян в псевдорелигиозный фанатизм и сектантство, аналогично тому, как это происходит в Иране или в среде джихадских террористических организаций. Как видите, Путин своеобразно усвоил исторические уроки. Воссоздания СССР 2.0 не будет, Кремль окончательно решил, что нужно возродить Российскую империю и перестать прятаться за словами «Союз республик». Ну что ж, ждем следующей серии, в которой РПЦ убеждает всех, что власть Путина божественна, и только Бог сможет ее отобрать. Друзья, пишите комментарии, делитесь своими мнениями, подписывайтесь на канал и следите за новыми выпусками.